Приветствую гостей и зрителей канала. Если вы открыли данное видео, то по названию уже поняли, что речь пойдет об открытии полетов. И я начну с самых низов. Начиная с 48 уровня, игрокам дается возможность отправиться в незабываемое путешествие по темным землям. Мы начинаем с утробы, делаем там все квесты, и после мы попадаем в Орибас, где от нас также потребуется делать все квесты, пока мы не попадем в локацию Бастион. Далее от вас нужно будет дальше продолжать делать все квесты. Вы можете делать как основную сюжетную кампанию, так и просто сделать абсолютно все задания в локациях, что вам предложат. Разница лишь во времени, которое вы на это затратите. Спустя некоторое время мы попадаем в Малдраксус, Арденвельд и Ревендред, по ходу выполнения основных сюжетных квестов, естественно. От вас понадобится сделать всю основную сюжетную кампанию в данных локациях. В моем случае, при достижении 60 уровня у меня уже была почти выполнена вся начальная сюжетная кампания. Буквально оставалось сделать пару кустов в Ревендрете. После их выполнения вас отправят в Орибас, где вам предложат выбрать один из ковенантов. У каждого NPC, относящемуся к той или иной фракции, вы можете попросить дать протестировать способности, те, что вы в дальнейшем получите при конечном своем выборе. Также рядом находятся манекены, на которых вы как раз таки сможете их опробовать. К выбору ковенанта обязательно нужно подходить с умом, ибо у каждого класса есть разные спеки, и не для каждого спека подойдет тот или иной ковенант. Здесь нужно подходить с полным пониманием, каким классом и в каком спеке вы хотите играть в дальнейшем. Ибо смена ковенанта от вас потребует с нуля прокачать новый ковенант. А еще стоит уточнить, что при смене ковенанта запас аниме у вас полностью сбросится. Но в ковенанте вы можете найти NPC, которые продают экипировку и всякие разнообразные предметы за аниму, и вы можете всегда ее потратить с умом перед тем, как вы решитесь сменить ковенант. Множество информации по выбору лучшего ковенанта для вашего класса и спека вы можете найти в интернете, но самую свежую информацию вы можете найти всегда в Discord-канале сообщества вашего класса, ссылки на которые вы можете найти, перейдя на сайт Wovhead. Ссылочку на него я оставлю в описании. Помимо ссылок на дискорды классов, вы можете найти для себя там много других интересных сообществ, связанных с миром военного ремесла. Хорошо, вы сделали выбор. Далее от вас нужно будет делать все квесты, что вы можете видеть в столбце, подписанном как компания. По ходу выполнения данных квестов вас познакомят с вашим ковенантом, получите всю информацию о нем. После выполнения двух глав у вас откроется доступ к начальным квестам дополнения 9.1, именуемым как цепи господства. По ходу выполнения данной цепочки вы сможете получить возможность передвигаться на маунте в локациях Утроба и Кортия. Сделать вы сможете только три главы из кампании цепи господства, пока не выполните полностью квесты кампании Ковенанта, то есть те, что вы начали ранее. От вас понадобится сделать все 9 глав. Но помимо этого от вас потребуется также получить 44-ю известность. Ее вам будут давать по ходу выполнения кампании Ковенанта. Также за дейли квесты, которые даются в Ковенанте, где от вас будут требовать выполнять различные действия. От выполнения локалок и лутинга айтемов сундучков до похода в Таргаст. За убийство World Босса раз в неделю вы также можете получить известность. За походы в подземелье, нормал, героик и эпохальной сложности вам также будут давать известность. И не стоит забывать про рейды. В старом и новом рейде вам будут давать известность за убийство боссов. В зависимости от сложности тех или иных подземелий вам могут не со стопроцентной вероятностью давать известность. Имейте в виду. Корте. И здесь вам раз в неделю дают возможность выполнить квест, в котором вам понадобится набрать 100%. За любую активность в локации Утроба и Корте будут давать эти самые проценты. Нужно будет делать дейлики, лутать сундуки и убивать рарников. За убийство нового World Босса также дают много процентов. После выполнения кампании Ковенанта и достижения 44 уровня известности вам откроется новый квест в Корте, вследствие чего вы сможете выполнить 4 главу Цепей Господства. Последний квест в данной главе вам как раз таки даст возможность летать, но только на территории Бастиона, Малдраксуса, Арденвельда и Ревендрета. В Орибусе, Утробе и Корте летать будет нельзя. Увы. А на этом все. Если данное видео оказалось вам полезным,
Поставьте, пожалуйста, лайк, ведь это очень помогает продвижению канала. А если у вас остались какие-то вопросы, интересующие вас, вы можете написать комментарий под видео, либо же зайти в Discord канал, ссылочка на который есть в описании, и задать свой вопрос там. И переходите на прямые трансляции, которые проходят на данном канале почти каждый день. Там мы можем с вами пообщаться и обсудить все интересующие вас вопросы. Спасибо за просмотр. Пока.